Первый блок CSS курса. Урок второй. Как подключить CSS к HTML. Смотри, в прошлом видео мы разобрали, что такое CSS и зачем он вообще нужен. Мы поняли, что HTML это структура страницы, а CSS это ее внешний вид. Но есть один важный момент. Пока мы не подключим CSS к HTML, браузер вообще не будет знать, что у него есть стили. Поэтому в этом видео я хочу спокойно разобрать, какие вообще бывают способы подключения CSS, чем они отличаются и какой из них ты будешь использовать в 99% случаев. Что значит подключить CSS? Когда мы говорим подключить CSS, мы по сути говорим браузеру: вот здесь лежат стили, используй их для этой HTML страницы. Если этого не сделать, CSS может быть написан идеально, но он просто не будет применяться. В CSS есть три способа подключения, и сейчас мы их разберем от простого до правильного. Будет интересно. Способ 1: inline CSS. У нас есть определенный код из предыдущего урока. Заголовок и параграф текста мы уже видим на странице. Нашему параграфу текста с помощью атрибута style добавим красный цвет. Изменения применились. Это и есть способ inline CSS. Стили пишутся прямо внутри тега. Такой способ ты точно будешь встречать в старом коде или примерах из интернета. Он работает, это важно понимать, и браузер действительно применяет стили. Но проблема в том, что если таких элементов станет больше, то наш код быстро превратится в хаос. Представь, что у тебя 20 параграфов и тебе каждому нужно поменять цвет. Придется менять каждый вручную. Поэтому важно запомнить: inline CSS знать нужно, но использовать мы его почти не будем. Второй способ: встроенный CSS, internal. Мы его уже применяли в примере на первом уроке. Все стили пишутся внутри тега style в секции head. Здесь уже все выглядит аккуратнее. CSS отделен от HTML элементов, и мы можем описывать стили для нескольких элементов сразу. Давайте добавим еще пару параграфов и увидим, что на странице синий цвет и размер применился к каждому. Такой способ часто используют для маленьких страниц, для учебных материалов, либо каких-то экспериментов. Но в реальных проектах даже этот вариант используют очень редко. Почему? Да потому что стили все равно находятся внутри HTML файла, и с ростом проекта это становится просто неудобно. Способ третий и основной: внешний CSS файл. И вот теперь самый главный способ, который ты будешь использовать постоянно. Рядом с нашим файлом index.html мы создадим новый документ. Назовем его stylus.css. Вернемся в наш HTML документ и в секции head под тегом title с помощью тега link подключим наш файл со стилями. В атрибуте href пропишем путь. Наш файл находится рядышком с индексом, соответственно нам просто нужно прописать его имя. Stylus CSS. В этот момент происходит очень важная вещь. HTML отвечает только за структуру, а CSS только за внешний вид. Это называется разделением ответственности. И так работает вся современная веб-разработка. Вернемся в наш файл со стилями и добавим некоторые из них. Мы видим, что изменения на странице применились. Теперь один CSS файл можно применять на нескольких страницах, и все они будут иметь одинаковые стили. Это удобно и логично, и именно так делают в реальных проектах. Частые ошибки новичков. Здесь я хочу тебя предупредить о самых частых ошибках. Первое: неправильный путь к файлу. Давайте изменим одну букву, и на странице все стили пропали. Если файл не там, где ты думаешь, CSS просто не подключится. Вторая: забыли в теге link прописать атрибут rel. Без него браузер не понимает, что это файл со стилями. Третья ошибка — это когда файл подключен, но в нем нет кода, либо есть ошибка в синтаксисе. И еще один момент, который часто пугает новичков. Браузер может закешировать старые стили. Если ты пишешь код и видишь, что ничего на странице не меняется, просто обнови страницу с очисткой кэша. Давай закрепим это на практике. Создай HTML файл, добавь в него любой заголовок и параграф текста, создай в папке рядышком с индексом файл stylus.css и попробуй также прописать стили. Можешь изменить цвета, например, на green, размер. И если у тебя это получилось, значит CSS подключен правильно. В этом видео мы разобрали, как подключить CSS к HTML и почему внешний файл CSS это стандарт. В следующем уроке мы разберем синтаксис CSS, что такое селекторы, свойства и значения, и как браузер вообще понимает CSS-код. Без этого дальше двигаться просто невозможно, поэтому это будет очень важный урок. Если ты идешь вместе со мной, просто смотри уроки по порядку.